Всем привет! Мы находимся на StarLadder Liga Star Series, и сегодня с нами Сейзет, Денис Костин. И первый вопрос. Почему же вы проиграли и были не собраны? Собраны мы были, проиграли. Если не вдаваться в много нюансов игровых, как по мне, не справились с давлением первого лан-турнира в новом составе. Как ты думаешь, у вас было достаточно времени, чтобы собраться новым коллективом? И много ли вы играли? Играли мы максимально, сколько было возможно. У нас там была поездка в Америку, мы там в связи с тем, что мы там снимали разные видосы для фанатов, у нас не получилось провести эту поездку, как она изначально планировалась, полноценным буткемпом, скажем так. Вот, так что там относительно так себе была подготовка. Потом мы приехали с Америки, играли неделю, тренировали новые раунды, что фиксили свои ошибки. Но в любом случае, конечно же, не хватает еще времени нам, чтобы подготовить все разобрать и так далее. Тем более даже не смогли тут толком-то и узнать, что работает, что нет. У вас появился новый игрок, еще раз повторюсь, и как бы ушел капитан. Вот. Я знаю, у тебя были попытки стать капитаном до этого. Что сейчас будет происходить по лидерству в команде? Будешь ли ты опять пробовать себя в этой роли, или же кто-то другой будет вместо тебя? Капитаном Зевс уже не был год где-то, так что тут, в любом случае он, конечно, вносил большой импакт в игре, там после размена идей, предложения и так далее. Это все было, само собой, но основную роль в этом вопросе выполнял Старикс. Попытки были, это было очень давно, когда я там только пришел там спустя пару месяцев, еще не было, можно сказать, даже никакого такого опыта на самой высокой игре, скажем так, понимания. Сейчас, по идее, есть. Капитанить сейчас буду я, да, будут мне помогать Старикс в интернете, потому что других людей в команде просто нет, кто может это делать сейчас. У нас сейчас вот по приезду будем перестраивать нашу игру. Это был последний турнир, где координировался Серега Старикс, потому что в связи с новым правилом Вальвы он этого больше сделать не может. Вот, так что будем приезжать домой сейчас и пытаться перестраивать нашу игру. Что помешало тогда стать тебе капитаном? Помешало, да, потому что тогда не было особого сильного прям желания им быть тоже. Это было сделано вообще из-за того, что у нас там тоже были плохие результаты. Мы уже меняли, как все это делают, там позиции игроков, там роли, и уже когда уже ничего не выходит, обычно меняют там координатора, если оно не получается, то уже там начинаются замены. Вот у нас было примерно то же самое. Мы все попробовал я капитанить, это особо ничего в нашей игре не изменило, ни в лучшую, ни в худшую сторону мы играли, как играли. И после этого у нас произошли замены, тогда мы брали Сеню и Кибакина, и пришел Эдвард и Гвардиан. Ну и Зевс получил тогда еще вдохновение, хотел снова им быть, и почему нет? Он тогда стал. Скоро ВСГ, а там нельзя участвовать в мультинациональной командой. Собираетесь ли вы частью команды как-то собирать состав и участвовать на ВСГ? Нет, мы договорились с командой, что никто из нас не будет играть, мы больше будем тренироваться своим составом к другим турнирам, которые сейчас будут относительно скоро, и времени не так много, как кажется. Насколько я знаю, роль капитана в команде — это важная роль и сложная, так как ты должен жертвовать в какие-то моменты своей игрой, чтобы доносить информацию другим игрокам. Готов ли ты вообще к этому? Да, я особо никогда... Есть люди некоторые, которые там стремятся, вот статистику, хочу крутым быть, хочу жестким самым. Я никогда к этому не стремился, не зависел от этого, поэтому как бы для меня главное, чтобы выигрывала команда. А так, да, понятное дело, что
все капитаны по-своему приседают в игре, потому что очень много разных факторов, на которые тебе надо сконцентрировать свое внимание, помимо твоей игры. Смотреть на перетяжки игроков, на ротации, думать, как можно разыграть после размена, что сделать. И, ну, то есть думать за своих, каждого игрока на карте, думать за врагов, что они сейчас будут делать, и еще при этом тебе надо думать, что тебе делать во время игры. И особенно, когда игра не получается у команды, тебе становится еще в 2 раза сложнее. Поэтому да, есть такое чуть-чуть. Ты второй снайпер в команде. Будет ли Simple играть с АВП и претендует ли он на эту роль? Прям явного желания не было такого, что когда мы его брали в команду, мы изначально планировали, что он не будет играть с АВП, потому что мы хотели, скажем так, взять жесткого чувака, который будет носить больше дэмэджа на тех позициях, на которых играл Зевс до него. У нас, как многие говорят, Simple без АВП, все, поэтому бесполезно. Если мы без Симпла были командой там второй, все время ну, то есть выступали хорошо, нам всегда не хватало чуть-чуть. Значит, соответственно, логика в чем? То, что мы можем и без второго ВП Симпла играть круто. Если он будет, ну, он классный игрок, как и Савика может, ну, пока непонятно. То есть в будущем, возможно, он будет вторым снайпером. Сейчас у нас есть построенная своя игра хорошая, и если мы сможем, ну, как показывает, например, как мы играли в интернете, то есть без этого давления, с которым мы не справились на этом чемпионате, мы можем и своей игрой выигрывать у всех. Поэтому пока надобности в том, чтобы он играл вторым снайпером, нету. Кого ты считаешь лучшей командой на данный момент в StarLadder лиге? Кто выйдет, да, победителем? Я думаю, что финал будет НИП G2 с этой сеткой. И выиграют G2. Спасибо большое, что дал нам интервью. Будем ждать побед от команды Нави, собранности, координации. Что-то, может, хочешь передать Игрокам? Это нельзя показывать в эфире, что я хочу им передать. Может, угрозы. Хорошо. Всем спасибо. Подписывайтесь на социалки. Всем па-па.